Года 2 назад купили земельный участок с небольшим летним домиком. В этом году построили баню. В домике могут спокойно ночевать 3 человека, не больше. В пятницу после работы на все выходные я поехал на дачу, так как получилось, что вся семья решила ночевать на даче. После долгих разговоров, кто и где будет спать, я сказал, что заночую в бане. Бабушка на это отреагировала жестко и мгновенно. Я даже не успел понять, из-за чего же так резко поменялось ее настроение. «Ты не будешь спать в бане», — громко и отчетливо сказала она. Я стал спорить с ней. Говорит, что других вариантов нет. Точка. Она, немного сбавив тон, сказала, что нельзя спать в бане ночью, ни в коем случае. Мыться еще куда бы ни шло, только если не один, но спать ни в коем случае нельзя. Естественно, я задал вопрос, почему же? В ответ я услышал, что если будешь спать в бане, то в 12 ночи к тебе придут покойники, будут просить тебя помыть их. Или еще хуже, черти заявятся. Услышав это, я немного испугался, но в то же время мне было смешно. Какие еще покойники, черти, что за бред? Не стал высказывать то, что я думал про это, промолчал, ее старенькую, трогать. Но посидев минуту, сказал: это бред, сказки. Пугаете друг друга, а потом сами в это верите. Я буду ночевать в бане. Плевал я на всех и вся. Как ни странно, бабушка еще раз сказала, что меня может там ожидать. Потом сделала вид, как будто и разговора вовсе не было. Наступила ночь. Взял матрас, подушку и теплое одеяло, я пошел в предбанник. Включил свет, на широкой скамейке постелил постель. Баня у нас большая, так называемая пятистенка. Предбанник, моечная и парная. Оставшись наедине, решил закрыть дверь в моечную. Мало ли что. Чувствую, что начинаю немного бояться. Я умылся холодной водой, прогнал плохие мысли прочь, запер моечную снаружи на засов, еще подпер стулом. Сам не понимая для чего. Почитал книгу на смартфоне, посмотрел время. Было 23 часа 25 минут. Всего 35 минут до полуночи. Решил не ложиться спать, подождать, посмотреть, что будет в полночь. На телефоне горели цифры 23:58. Я был готов ко всему. Всем телом я прислушался к звукам бани. Внимательно оглядывал каждый угол в предбаннике. Ни одна тень не оставалась незамеченной. Наступила полночь. И я заметил, что ничего и не происходит. Подождал минут 5, вздохнул от сожаления и, радуясь внутри, что ничего не произошло, я все же лег спать. Уснул очень быстро. Проснулся часа в 2 ночи. Проснулся из-за того, что почувствовал дискомфорт, вызванный непонятно чем. Тревога охватила меня. Встал, включил свет, начал прислушиваться. Вроде бы ничего особенного. Стрекот сверчков, тишина, никаких неестественных посторонних звуков. Странно. Но тут я услышал звук капли воды в моечной. Кап, кап и тишина. Не капало же до этого, может, почудилось. Молча, боясь нарушить тишину, я стоял и слушался в сторону моечной. Опять тишина. Но потом снова кап, кап, кап. Снова звук капающей воды. Кран, что ли, протекает? Но ведь до этого же не протекал. Тревога все сильнее окутывала меня. Кап, кап. Уже чаще капает. Первые мурашки пробежали по моему телу. Кап, кап, кап. Открыть дверь и зайти у меня не хватило духу. Даже шевельнуться я не мог. В голове бушевал ураган мыслей. Кажется, что слышу еле-еле уловимые звуки шороха. Тело стало бить мандраж. Что там творится такое? Этого же быть не может. Ну а то, что произошло дальше, я и вовсе не могу объяснить. Из моечной стали доноситься очень тихие смешки. Смеялись так, как будто боялись меня потревожить смехом. Волосы встали дыбом. Тело еще сильнее цепенело. Ужас полностью овладел мною. «Ты же не трус. Этого не может быть!»
повторял я себе в голове. Взяв себя в руки, почувствовал, что тело отзывается на мои команды. Стало покалывать руки и ноги, загудела голова. Смех не становился сильнее. Но тут я сделал глупость. Вместо того, чтобы уйти из бани в домик, я ударил в дверь моечной и громко сказал: «Кто же там?» Зачем я только это сделал? Ой, дурак! Такая мысль пришла мне позже на секунду после совершенного. Смех стих. Настала гробовая тишина. И тут из-за двери сказали: «Иди к нам, помоемся». Не помню, как я открыл дверь в баню, как я выбежал. Опомнился я только на кухне в домике. Стоял я, прислонившись спиной к входной двери. Рано утром разбудил меня братишка. Как оказалось, я уснул, сидя у двери. На вопросы, почему я пришел ночью домой, ответил, что там стало холодно. Зашел в баню вместе с братом, держа топор в руке. От увиденного у меня подкосились ноги. Моечный пол и скамейки были мокрыми. Воды в баке было примерно больше половины, а сейчас пусто. Цепляясь на надежду, что это просто протекает кран, я все остальное мне причудилось и запомнил бак водой. Кран не протекает. Значит, мне не почудилось. Значит, кто-то или что-то были за стеной, ночью в бане. От этого мне стало не по себе. Думал, а что если бы они открыли дверь? А что если бы я сам открыл бы дверь? Меня аж стошнило. Сейчас я думаю о том, кто же там был, покойники или черти.